Всем привет! Как известно, компания Яндекс пыталась в прошлом году стать не только агрегатором такси, но и агрегатором каршеринга. Известные московские компании не пошли к ним навстречу, и компания Яндекс, посчитав себя великой и могучей, решила сама сделать свой собственный сервис, а именно Яндекс.Драйв. Выходит огромный Яндекс. Именно от владельца платформы Яндекс.Такси ждали и агрегатора каршеринга еще в прошлом году, но вместо этого пару недель назад появился собственный сервис Яндекс.Драйв. И пока он нарабатывает клиентскую базу, ни о каком агрегаторстве и речи быть не может. Но тем не менее агрегатор появился. Но только это не я, а ты. Не Яндекс.Драйв, а U-Drive. Один из сервисов поминутной аренды автомобилей, U-Drive переходит из разряда каршеринга в статус агрегатора каршеринга. То есть из одного мобильного приложения теперь можно арендовать автомобили сразу нескольких независимых компаний. Мы оказались правы. Правда, немножко ошиблись. Вместо «я» мы получили «ты». Да какая, в принципе, разница? Главное, что не оно. Каршеринг – это изначально, в первую очередь, IT-инфраструктура. И вот теперь именно ее и предлагают как сервис. Хотя в новости и говорится, что через единый сервис можно заказать автомобили разных компаний. Но подумай, что тут такого? Всего лишь идет консолидация рынка. Мы же в своем видео говорили совершенно о другом, что рынок каршеринга ждут кардинальные изменения. Что сдать автомобиль в систему каршеринга, что получить ее из системы каршеринга. Будет проще, чем почесаться за ухом. Дорогой, ты целыми днями на заводе, у тебя машина стоит. А не хотел ли бы ты, чтобы она приносила тебе денежку? И мы решили проверить, пошел процесс или нет. А то нашим СМИ верить. В одной деревне пугнут, а в другой уже скажут, что газовый коллектор террористы взорвали. И мы этим компаниям отправили следующее письмо. Как известно, на рынке появился новый игрок – Яндекс.Драйв. Мы предполагаем, что данный игрок будет использовать не классическую схему каршеринга, а агентскую. Рассмотрению этого вопроса посвящено данное видео. И что вы думаете, я только перед камерой носу ковыряться умею? Я еще и за ухом чесать могу. Итак, давайте посмотрим поподробнее, что было в письме. У нас с товарищами есть свой парк автомобилей. 4 Соляриса, 3 Кио и 3 Фокуса. Все машины не работали в такси. По телевидению услышал, что U-Drive теперь не просто каршеринговая компания, но и агрегатор. И что к вам можно подключить свои машины по агентскому договору. Как видно из текста, ничего сверхъестественного мы не спрашивали. Мы всего лишь представились парком и спросили, какие автомобили можно подключить к вашей системе. И вот ответ Яндекса. На данном этапе мы не работаем с партнерскими автопарками, но позже такой вариант возможен. Как только у нас появится понимание в этом направлении, мы обязательно найдем способ об этом рассказать. Но пока они не работают с партнерскими программами. Пока. Но в принципе такой вариант в дальнейшем, как говорят они, возможен. Ну не смогла я, не смогла. Но гораздо интересен был ответ от U-Drive. В ваши автомобили монтируется оборудование телематики, с помощью которого будет осуществляться коммуникация с нашей платформой. Все пользователи приложения U-Drive будут видеть ваши автомобили и использовать их. Заработанные средства через платформу U-Drive ежемесячно перечисляются вам за вычетом 15% оговоренных в договоре. И тут сразу все. И комиссия 15% за свои услуги, и какие автомобили можно подключить, а также их возраст и какие повреждения недопустимы. В договоре содержится пару интересных пунктов, но сейчас мы об этом не будем. Главное, что мы выяснили, война за каршеринг уже началась. Идет консолидация рынка, появились парки-партнеры. Парки-партнеры. Что-то знакомое, мы где-то это уже слышали. Если у тебя есть дешевые автомобили или свободные деньги, речь, например, об автопроизводителях или страховых компаниях, то ты можешь создать свой каршеринг без особо масштабных затрат. А всю техническую поддержку и привлечение клиентов получить от агрегатора за процент от оборота. Да, именно те парки-партнеры, которые имеют в своем распоряжении 5-10 машин, могут теперь взаимодействовать не с бизнесом такси, а с бизнесом каршеринга. Они не могут создать конкуренцию крупным игрокам, но тем не менее, выступив единым фронтом под флагом нового агрегатора, могут опрокинуть рынок. Итак, U-Drive сделал первый шаг в этой войне. Яндекс.Драйв выглядит побежденным в этой схватке. И тут я вспомнил одну сказочку про короля Яндекс и его сыночков. Яндекс пока фактически никак на эти события не отреагировал. Официальная позиция – мы внимательно следим за всеми инициативами на рынке. Сыночек Яндекс чуть-чуть пострадал, сыночек Драйв теперь тоже. Кто победит в этой войне, я или ты?